Всем привет! К сожалению, достаточно часто животные попадают в ужасные ситуации. Кто, как не люди, должны им помогать? Предупреждаю, эти случаи могут заставить тебя реально понервничать. Поехали! Когда происходят природные катаклизмы, страдает очень большое количество животных, даже домашних. Во время урагана в Луизиане всюду, куда ни глянь, было полно оказавшихся в беде животных. Ими занимались специалисты-спасатели. Спасатели заметили пса, оказавшегося в безнадежной ситуации. Его оставили на привязи у дома, где он и просидел в воде несколько дней. У крыльца виднелась лишь голова. Паводковые воды все увеличивались, еще 15 сантиметров, и пес утонет. Хозяева были вынуждены срочно эвакуироваться, но при этом почему-то не подумали о жизни своего питомца, привязав его на цепь и уехав. Во время сильной бури он ушел под дом и запутался между сваями, которые удерживают конструкцию над водой. Спасатели сделали поводки из веревки и привязали их к шее пса. Один из мужчин начал резать кожаный ошейник, к которому была пристегнута цепь. Но собака кусалась, разрезать ошейник было сложной задачей. Каждая попытка сделать надрез сопровождалась щелканием зубов и жалобным скулением. Но вот, наконец, ошейник был снят. Пес впервые за несколько дней может двигаться. Напуганное животное не хотело идти куда-либо, он сразу поворачивал домой. Через 30-40 минут после спасения вода поднялась до такого уровня, что пес утонул бы. К огромному счастью, его вовремя вытащили из этой беды. История, когда кот застрял на дереве, может показаться банальной, но не спеши проматывать или выключать видео. Однажды животное не вернулось с прогулки. После долгих поисков кот нашелся на дереве, на высоте 9-этажного дома, куда его загнала собака. Он просидел там без еды и воды 7 дней. Когти кошки устроены так, что залезть на дерево для них не проблема, а вот слезть им уже достаточно сложно, либо же невозможно. Напуганная хозяйка не знала, как еще долго сможет продержаться питомец. Когда его звали, то слышали лишь еле слышное мяу, потому что зверек ослаб без еды. На 8-й день сотрудники местного телеканала услышали об этой истории и убедили специалиста по обрезке деревьев помочь, но план провалился. Как только человек начал подниматься, кошка стала отодвигаться к краю, и произошло самое страшное. Кот упал. Когда хозяйка увидела это падение, она была уверена, что кот не выживет. Все были уверены, что это конец. Но у кошек есть так называемый установочный рефлекс. Крошечные волоски в ухе, которые подсказывают, что они перевернуты спиной вниз. И когда раздается внутренний сигнал тревоги, кошка тут же поворачивает голову в правильное положение. За головой следуют плечи и тело. После этого кошка распластывается, как белка-летяга. Эффект парашюта замедляет падение, сокращая скорость вдвое, примерно до 96 км в час. Кот летел правильно, но потом задел ветку, из-за чего перевернулся на 180 градусов и снова оказался вниз спиной. Теперь у него есть меньше секунды, чтобы принять правильное положение. Но времени не хватило, чтобы повернуть задние лапы. Он упал на землю на передние лапы и удрал, прежде чем кто-либо успел к нему подойти. Кота нашли под машиной. Он был цел. Ветеринар сказал, что с ним все в порядке, только немного напуган. Никаких переломов или симптомов внутренних повреждений. После еды, питья и купания кот наконец пришел в себя. Случаи, когда олени или собаки оказываются на льду или под ним, происходят часто. Но в Оклахоме произошло нечто из ряда вон выходящее. Белохвостый олень 6 часов провел посреди замерзшего озера. Все понимали, что его время уже на исходе. Дело было к вечеру. Если бы оленя оставили, то ему был бы подписан смертный приговор. Каждая попытка встать была тщетна. Он пытался встать на ноги, как Бэмби в мультфильме, но не мог. Олень находился в 22 метрах от ближайшего берега. Из-за хрупкости льда это слишком далеко и опасно, чтобы подойти к нему пешком. К нему пытались подобраться, используя веревки, и дотянуться при помощи пожарной лестницы. Были перепробованы все возможные варианты.
провианты, а время неумолимо истекало. Спасатели стали подумывать усыпить животное на месте, чтобы олень не мучился, но им хотелось еще раз попытаться сохранить жизнь этому животному. Было придумано задействовать вертолет, чтобы напугать оленя и заставить подняться на ноги и уйти со льда. Когда вертолет приблизился, пилот заметил рану на спине оленя. Вертолет подлетел настолько близко, что можно было заметить, как шевелится шерсть. Олень запаниковал. Попытался подняться, но снова упал. На гладком льду животное практически беспомощно, копыта сильно скользят. Спасатели заметили, что пока животное пыталось встать, ветер от пропеллера вертолета скоростью 240 км в час толкает его по льду. Но тут радость сменилась огорчением. Олень передними ногами проваливается под лед. Все понимали, что теперь его ждет неминуемая гибель. Но олень не сдавался. Каким-то чудом он умудрялся удерживать голову над водой, а потом он смог выбраться передними ногами на лед. Было решено попробовать сдуть оленя с того места и таким образом доставить его до берега. Для того, чтобы получился сильный поток воздуха, вертолет сначала разогнали, а затем резко затормозили. Все начало получаться. Через пару минут олень был на берегу. Спасатель смог подобраться к нему поближе, чтобы оценить состояние. Рана оказалась не опасной. Животное смогло встать на ноги и убежало в лес. Этот момент был по-настоящему счастливым. Эта история снова о коте. Испуганный котенок-сирота попал в беду. Он застрял в самом низу дренажной трубы, диаметр которой меньше диаметра его тела. Она слишком узкая и глубокая, невозможно дотянуться и спасти его. Судьба этого котенка оказалась в руках сантехника и его машины. Он выуживал из водопроводных труб все, что только можно себе представить. И вот поступил самый необычный экстренный вызов. Человек слышал мяуканье из глубины трубы. Сантехник решил использовать видеокамеру на гибком шланге, чтобы выяснить, что находится в трубе. Видимо, любопытство одолело этого очаровательного малыша, и он свалился в трубу глубиной 2,5 метра. Выбраться самостоятельно он не может. Гладкая труба из пластика не под силу даже острым кошачьим когтям. При этом всем диаметр трубы меньше 8 сантиметров. Как же зверек туда провалился? Виной тому особенность кошачьей анатомии. Хотя кошки и люди имеют схожее строение скелета, у кошек отсутствуют ключицы, поэтому у них узкие плечи. Когда котенок упал в трубу, его плечи оказались недостаточно широкими, чтобы остановить падение на самое дно. Кошки могут вписаться в любое пространство, куда проходит их голова. Сантехник решил, что нужно вызволять животное при помощи вакуумной системы для откачки воды. Только вместо воды трубка будет всасывать котенка. Действовать нужно предельно осторожно, ведь эти системы слишком мощные. Был включен один насос вместо двух и нарушено уплотнение шланга, чтобы всасывание шло не на полную мощность. Но кот все это время смотрел на опасный предмет, не отрывая глаз, что не давало возможности присосаться к его макушке. И вдруг внимание малыша привлек проползавший мимо паук. Это был шанс спасти кота. Котенка вытащили из трубы без единой царапины. Его отвезли к ветеринару, потом отпустили, а позже он нашел хозяев. В американском штате Нью-Мексико произошел невообразимый случай. Медведица вышла из леса и бегала по городу в поисках своего детеныша, который убежал. Он, кстати, был пойман днем ранее сотрудниками службы по охране дикой природы и находился в безопасности. Будучи в нервном и испуганном состоянии, американские черные медведи забираются на деревья. Но бедная медведица почему-то залезла на высоковольтный столб с напряжением аж 7000 вольт. Было решено стрелять в медведицу транквилизатором, поскольку специалисты посчитали, что она представляет угрозу живущим неподалеку людям. Спустя час после выстрела ее начало качать, а дальше произошло нечто ужасное. Правой лапой она коснулась провода под напряжением. Ее отбросило от столба, и она упала на землю с высоты 10 метров. Медведица была ранена, но жива. Ее шерсть сыграла роль изоляционного материала, отклонившего большую
большую часть смертоносного тока. К счастью, не хватило времени, чтобы электричество прошло по ее телу. Через несколько недель лечения она выздоровела. Ей отдали детеныша, они были очень рады друг друга видеть. А спустя некоторое время медведицу и детеныша выпустили на волю. Ставь лайк под этим видео, если ты рад спасению животных. Спасибо тем неравнодушным ребятам, которые поделятся этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал, с нами интересно.